Итак, мы сегодня узнаем, как подключить вашу вытяжку к шахте воздуховода, чтобы не нарушилась естественная вентиляция на кухне. В прошлом выпуске мы упоминали, что вытяжка, работающая на рециркуляцию, требует постоянной покупки фильтров, поэтому лучше подключать воздуховодом. Вы купили кухонную вытяжку, принесли ее домой, повесили. Итак, чем же мы будем ее подключать? ПВХ воздуховод, пластиковый или гофробытовая вентиляционная? Какие плюсы и минусы у каждого типа подключения, я сейчас расскажу. Чтобы подключить вашу кухонную вытяжку воздуховодом из алюминиевой гофры, нам понадобится воздуховод из алюминиевой гофры, пару хомутов и вентиляционная решетка на вашу вентиляционную шахту. У каждой вытяжки на выходе поставлен пластиковый фланец, вот такого плана, со шторками или может быть без, с переходом с квадрата на круг, ну обычно так, с квадрата и на круг, на который мы и будем накидывать свободный конец нашей гофры. В свою очередь в вентиляционную решетку мы вставляем специальный фланец и накидываем свободный конец, оставшийся вот сюда. Закрепляем все это хомутами и все, гофра установлена. Как видите, у гофры достаточно плюсов, но еще и больше и минусов. И основной минус, конечно, это шумность. Теперь давайте подробнее о ПВХ-воздуховодах. ПВХ-воздуховоды, как правило, это пластиковый воздуховод толщиной миллиметр. Конкретно вот здесь вот размерность 204 на 60, что соответствует количеству проходимого воздуха по трубе диаметром 125. То есть это 125-я труба, только вот в прямоугольном, скажем так, исполнении. Вот такие вот ПВХ-воздуховоды конкретно продаются по полметра, по метру и по полтора. Ну, как правило, в продаже можно найти полметра и метр. Но если вам требуется соединить, предположим, 1,5-2 метра единым куском, продаются специальные соединители вот такого плана, которые соединяют между собой вот эти воздуховоды. С круглыми трубами диаметром 100 или 125 мм, в принципе, та же ситуация, такие же продаются соединительные элементы, и также мы легко можем их соединить. Да, все стыки вот таких элементов и любых других элементов должны промазаться силиконовым герметиком. Итак, перед вами простая типовая плоская вытяжка без декоративных кожухов. Как вы видите, стандартный выход, фланец, является круглым, и диаметр у него 125 мм, ну, может быть, по краям 123 мм, а труба у нас имеет размер 125. Вообще без нужды лучше не заужать сечение воздуховода. Если выходной фланец вытяжки имеет размерность под 125 трубу, то и подключать надо соответствующим сечением. При замене на меньший диаметр, например диаметр 100, вытяжка будет работать в разы шумнее. Бывает так, что диаметр 125 немножко большеват смотрится на кухне. В принципе, вот конкретно вот такую вытяжку мощностью 340, насколько я помню, кубических метров в час можно смело подключить диаметром воздуховода 100. Но здесь 125, а здесь 100. Соответственно, нам нужен переходник. Такие переходники есть, стоят недорого. Пользуются ими просто. Надеваете, закрепляете, промазываете, естественно, все стыки герметиком. И после этого надеваете туда свою трубу. Вот таким вот образом. Дальше пошли у нас при желании колено в разные, влево-вправо. Вот, возможно сразу же перейти потом на плоский воздуховод, есть и такие переходники. То есть, на самом деле, простор для творчества здесь большой, и вариантов подключения может быть масса. Например, если мы хотим сразу же перейти на плоскость, то есть пойти не круглой трубой, а плоской по стене, например, можно сделать вот так, найти вот такой вот переходник. Он вставляется вот таким вот способом. Разворачиваем и ведем по стенке, соответственно. Для круглых воздуховодов диаметром 125 мм или же 100 мм существует колено 90 градусов, но его можно заменить на колено 45 градусов. Такие случаи иногда встречаются. Немного о вентиляционных решетках для вашей шахты. Стандартные типовые решетки для шахты двойного назначения, так называемые, имеют размерность 18 на 25 с диаметром под канал либо 125 мм, либо, как в этом случае, 100 мм.
Как вы видите, например, у этой решетки здесь находится решеточка для естественной вентиляции. То есть, когда мы сюда вставляем вот такое вот, предположим, колено от вытяжки, когда вытяжка включена, работает у нас принудительная вентиляция, ваша вытяжка. Когда выключена ваша вытяжка, должна работать естественная вентиляция. То есть, естественно, на кухне вентиляция должна сохраняться, и об этом нужно позаботиться заранее. Также с этой стороны здесь находится эжектор, который помогает воздуху от вытяжки, когда он разогнался, не ударяться и возвращаться обратно вот сюда же. То есть выдувать, получается, опять же на кухне, а немножечко вверх, помогая естественной вентиляции подхватить этот поток. Вот перед вами типовая вытяжка с декоративным кожухом. Обычно в комплекте их два, но сейчас я пока покажу с одним. Вентиляционный кожух служит для того, чтобы скрыть подключение вашей вытяжки. Он декоративную функцию всего лишь исполняет, а не то, что думают многие, что он является сам по себе воздуховодом. Как видите, он легко снимается. Под ним находится фланец, который крепится непосредственно труба. Сам по себе он является просто декоративной изогнутой пластиной, которая вставляется в нашем случае труба, предположим, вот так вот. И рядом находится, если решетка, то можно, например, сделать вот так вот. Раз, раз. Вот так вот просто мы его подключили. Также при подключении вытяжки в конце воздуховода можно поставить антивозвратный клапан, который, как бабочка, когда открывается, вот, препятствует обратному току воздуха.